Всем привет! В этом влоге я собрала такую подборку видео, где можно посмотреть какие-то мои последние дни переживания перед родами. В один из дней в Буэнос-Айресе был ужасный ураган, и как раз вот последствия у меня сохранились в видео. Мы в этот день шли в гости и сошли как раз взять кофеек в Гавану. Мы ни дня не можем прожить без кофе, поэтому решили попробовать еще вот в этом сетевом кафе. Кофе оказался горьковатым, вот на любителя, в общем, нам он пришелся не по вкусу. Вечером мы отправились на поиски вкусной еды, и как раз наш выбор пал на Фобо. Решили попробовать рискнуть еще в другом месте. Это кафе достаточно популярное, здесь вечером уже выстраивается очередь жаждущих. И да, здесь действительно такой прикольный дизайн, очень атмосферно выглядит, вот такая вот как барная стойка с разноцветными такими тарелочками, стульчиками, очень прикольно все смотрится. Вот, достаточно эффектно, и то, что можно наблюдать за тем, как повара готовят в центре. Многовато специй. Тут либо перец, либо соль. Оно крупным зерном. У меня все зубы хрустят, короче. У меня как будто эти комки соли переливаются между зубами. А так не должно быть. Короче, я не чувствую мяса, я должен чувствовать мясо. Помимо фоба мы взяли попробовать несколько блюд. Дамплинги, которые я сейчас ем. Вот такое вот куриное карри. Достаточно острое и такое необычное. Фоба, собственно, вот сейчас муж как раз его собирается есть. И до этого он показывал тартар и комментировал его вкус. Вот. И, пожалуй, самым вкусным из всего были именно дамплинги. Вот они действительно мне понравились. Фоба лучше, чем в другом месте, в котором мы его тоже пробовали, но все равно еще немножко не дотягивает. Карри на любителя, я не понимаю, почему к нему не подают риса. В общем, на мой взгляд, место больше распиаренное, чем прям вот вкусное. Не сказать, что у меня возникнет желание еще раз туда вернуться. На обратном пути подсняли еще немножко последствий. Представляете, какой мощный был ветер. Ну, это мое первое КТГ. Было очень волнительно. Как это выглядит в Аргентине? Периодически заходила как раз девушка и поправляла пояса вот эти. Да, очень медленно, знаешь, как сейсмологическая служба, которая там колебания рисует. Но по показателям все было хорошо. После этого мы зашли за любимым кофе и самой нашей любимой пиццей. Мы стали путаться, какую же заказывали, а какую нет, поэтому решили отмечать уже в меню, что брали, чтобы потом уже взять что-то новое. Ну и у меня на этой неделе начался какой-то гормональный всплеск, я стала какая-то очень плаксивая. Ну и стало как-то тяжело даже физически, вот, я уже прям вот была из последних сил. Хотелось уже просто родить, встретиться наконец-то с малышкой, вот, потому что все это уже как-то томительное ожидание начало угнетать. После этого, спустя неделю, меня ждало еще одно КТГ. Всем привет! У меня 39-я неделя беременности. Вот хотела немножко поделиться с вами вообще своими ощущениями, вот немножко пожаловаться, потому что на самом деле 39-я неделя, я думаю, что я рожу гораздо раньше, вот, и в плане вообще эмоциональном, в плане физическом у меня уже, я бы сказала, я нахожусь на грани, вот у меня уже такое истощение, потому что и морально очень тяжело, плюс я чувствую, что опять вернулись вот эти вот гормоны, которые были во время токсикоза, они меня накрывают, я становлюсь плаксивой, раздражительной, вот, и плаксивой настолько, что реально, как бы, ну... чуть ли не как бы нахожусь не в депрессии, вот, да, очень хочется уже как бы родить, вот, но все никак, я уже говорю булочке, чтобы она выходила, она не выходит, в общем, не знаю, как, что вообще как бы сделать, да, когда же наступит этот момент, как бы не хочется тоже, естественно, ее и торопить, вот, хочется, чтобы как-то все пришло само собой, вот, но уже, честно сказать, тяжело и морально, вот, а морально, скорее всего, из-за того даже, что тяжело физически, потому что, как бы, если я раньше плохо спала, то сейчас я сплю еще хуже, мне прям вот тяжко, вот, бывают моменты, когда она прям вот, я пыталась найти тоже информацию, вот, бывает такое, но тоже я так поняла, что не часто у девушек, вот,
я прям ощущаю, как будто она хочет тоже вылезть, рвется как бы наружу, прям вот делает вот это вот давление, она отталкивается как раз от ребра ногой, да, и вот давит как раз на выход, вот. И был момент, когда это длилось прям вот всю ночь, вот, и это было прям вот дискомфортно, потому что уснуть, естественно, в таком, как бы в такие моменты вообще невозможно. Вот, сегодня у меня тоже была тяжелая ночь, но уже чисто физически, потому что спина моя нереально устает. Я проснулась просто где-то, наверное, в 7 утра, пыталась ее тоже помассировать, пыталась посидеть на фитболе, вот, но это не сильно помогает, немножко тоже походить, вот, но сейчас это прямо уже невыносимо, вот, прям я даже чувствую, ну, как бы и физически, что, ну, в плане просто ходьбы, ну, прогуляться, вот, мне тоже дается уже с трудом, вот, поэтому я жду, не дождусь момента, когда уже наконец-то рожу, ну, непонятно, когда это произойдет, вот, ну, вот, мое состояние сейчас такое, что я прям нахожусь на грани. Ну и, наверное, самое обидное, что хочется испытывать вот эту вот какую-то радость, ожидание встречи с малышкой, но вот из-за всех вот этих вот каких-то эмоций, из-за вот уже навалившейся какой-то усталости, вот все вот эти вот какие-то положительные моменты, они как будто исчезают, вот, и становится прям вот тяжко. Хотя, конечно, ну, как бы сознание, наверное, да, все равно оно как бы остается внутри, вот, но вот это вот физическое и моральное, может быть, все-таки это гормоны как-то так играют, уж я не знаю, вот, но прям вот тяжко. И, наверное, я сейчас могу понять тех, кто прям вот после того, как рожает, когда накрывает какая-то, да, депрессия беременных, вот, потому что когда уже такой большой срок, уже большой живот, в общем, тяжело. Надеюсь, что все-таки я не буду ходить еще и 40-ю неделю. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Потому что, ну, как бы, если раньше казалось, что, ну, как бы ты ждешь, да, вот этой вот недели, думаешь о том, что, вот, ну, где-то примерно в этих числах ты все-таки родишь, что вот когда тебе даже в программе счетчик пишут, что до даты ПДР осталось 6 дней, тебе кажется, что это дофига просто-напросто, что это уже много, типа, то есть ты не можешь уже, ты как будто находишься в таком ожидании каждого дня уже, вот, как-то так. Ну, еще из каких-то таких моих ощущений, вот, да, новое, как бы, чувство, то, что я опять стала плаксивая. Второе, был момент, когда у меня такая, ну, то есть у меня нет, как раньше, допустим, какого-то чувства аппетита, мне не очень хочется есть, вот, даже был момент, когда немножко так меня подташнивало, больше нагрузка на позвоночник, да, вот идет сейчас у меня и прям вот и бедра болят после сна, и вот крестец, прям вот крестец вообще, ну, как бы, если раньше он просто, типа, мог как-то вот, может быть, тянуть, то сейчас прям вот бывают моменты, когда, ну, прям вот как будто он затекает совсем. Ну и ощущение того, когда ну, как бы оно у меня периодически бывает достаточно сильно подвижное, бывает, что у меня такой день поспокойней. Вот когда у меня поспокойнее, я могу, в принципе, выспаться, но вот если она суперактивна, то бывает так, что она может прям вот резко мне как-то долбануть ногой под ребро, и это ужасно неприятно, вот периодически прям вот выклячивает свою попу и выпрямляет вот эту ногу. Из-за этого живот деформируется, и вот это вот как бы чувство, оно причиняет вот реальный дискомфорт. Вот, так что вот в плане беременности как-то так у меня сейчас. Ну, еще хотела немножко добавить про тренировочные схватки. Не могу сказать, что я точно понимаю, да, что это такое. У меня есть предположение, что, возможно, они были, но были буквально там, может быть, пару раз, вот, если это все-таки они, вот, поэтому я немного еще стремаюсь того, что я не пойму, что я нахожусь в схватках, хотя везде написано, и все говорят, что, типа, вы рода не пропустите, да, как бы, что вы сразу поймете. Вот для меня это пока звучит какими-то такими непонятными словами, потому что, ну, вот, я лично боюсь как раз не понять, вот. Потому что те моменты, они как бы не были настолько как-то, да, болезненными, вот, и если схватки реально будут как бы не такими болезненными, то как бы единственное, на что мне рассчитывать, это на то, что будет сокращаться промежуток, вот, потому что сейчас
То, что было, это как, ну, как бы такое более беспорядочное что-то. Вот. Но как бы в плане, допустим, уплотнения, да, типа затвердения, как бы, да, живота, это и так было всегда периодически, вот, поэтому как бы я этому значения особо не придаю, чтобы натолкнула на мысль на то, что у меня начались схватки. Вот. В общем, наверное, проще, когда ты уже рожал, ты понимаешь, что, типа, как бы, что за ощущение вообще должно быть, когда у тебя схватки. Вот, я пыталась как раз смотреть видео, читать форумы, чтобы тоже проанализировать как-то все эти ощущения. Вот, и пока, конечно, сложно вообще предположить. Вот, но по идее, как бы, насколько я поняла, все-таки, если схватки начнутся, то их уже не остановить, как бы. Вот. В общем, жду, когда булочка появится. Я хотела еще показать вам свой живот. Вот сейчас выглядит вот так. Ну и чтобы вы понимали, дата ПДР у меня была назначена на 1 января. Ну и родила я все-таки немножко позже. Мы любители экспериментировать и заглядывать в различные новые местечки, и вот наш взгляд упал на вот эту вот кофейню. Я ее нашла как раз на Google Maps, были хорошие отзывы. Плюс это спешлти, вот, а если мы хотим попить хороший кофе, вот мы стараемся ходить именно в спешлти. Выглядит кафе достаточно мило, уютно. Здесь есть и веранда, есть вот такая вот уютная зона внутри. И плюс то, что можно взять кофе с собой. Здесь прям можно просто подойти в окошко, заказать напиток. Я уже успела попробовать и горячие напитки, брала еще холодные латте, очень вкусные, и летом прям вот в жару очень освежает. Брала различную выпечку. Тут очень вкусные альфажоры, очень классная булочка с корицей, ролл де канело. Еще я пробовала медиалунос, но они такие более обычные, вот, не так, что прям вот отвратительные, но они и не вау, вот скажем так. Я ела гораздо вкуснее. Еще я брала попробовать чипу, ну или панда кеса. Вот, к сожалению, вот он совсем мне не зашел, вот, почему-то как-то было суховато, совсем меня не впечатлило, и лишний раз заказывать его больше мне не хотелось. Ну а кофе, правда, отлично, если вам хочется посидеть, расслабиться в каком-то уютном месте, вот, то я бы рекомендовала и это местечко. Там видны накиданные всякие ветки от урагана, конечно, они их очень медленно убирают. Уже столько дней прошло, а оно все валяется. В этом месте всегда вот эта вот стая гусей, очень-очень голодных, жадных, которые просто наступают на тебя вот, в поиске пищи. Но они здесь такие чистенькие, аккуратненькие, прям вот смотреть на них одно удовольствие, как будто это даже не гуси, а лебеди. В этот день мы решили в очередной раз глянуть, не открыт ли парк Росс, но он оказался тоже закрыт. И я всячески уговаривала мужа покататься как раз на катамаране, чтобы мы не просто так вот шли, а действительно насладиться солнышком, водичкой, вот. И поэтому мы все-таки пошли кататься. Позанимаешься. Ты позанимаешься спортом. Жарко. А я буду наслаждаться плаванием. Вот здесь не хватает ручек. Ну и я, правда, наслаждаюсь плаванием. Кто-то ходит по лестнице, либо пытается перешагнуть через верблюда. Вот лично я пыталась немножко покрутить педали катамараном, вдруг бы это как-то помогло, но, к сожалению, результата в итоге не было. А так погода, конечно, была просто волшебнейшая для такой прогулки. И я была очень рада, что мы все-таки покатались на катамаране. Вот хотелось как-то быть ближе к воде, мне кажется. Вот я получила прям вот удовольствие от такого небольшого заплыва. Ну и плюс мне нравились сами вот эти вот такие белоснежные лодочки. Они как будто какие-то такие небольшие беседки. Смотрятся достаточно эффектно. Муж, конечно, был не очень доволен, ведь основную часть пути пришлось крутить ему одному. Ну что ж, всем привет, я к вам еще немножко с своими какими-то беременными делами. Представляете, у меня 39-я неделя. 39-я неделя беременности. Я, которая думала, что рожу где-то на 36-37, ну как бы мое такое чутье мне говорило. И все это была какая-то ерунда. Уже приближается 40-я, у меня осталось 3 дня до даты ПДР. 3 дня до даты ПДР. Вот. Но булка все еще находится здесь, все еще сидит. И вылазить пока что не собирается. Не знаю, что делать.
Просто невыносимо. Но я пока что верю, не сдаюсь, что, может быть, она все-таки успеет появиться за эти пару дней до Нового года, потому что мой врач, он каждый раз говорит, что только там типа не на Рождество, вот, только не на Новый год. Не знаю, что будет в итоге, что она решит. Вот, надеюсь, что и правда это не будет Новый год. Вот, лучше пусть раньше. Еще очень забавно то, что врач каждый раз спрашивает на приеме имя ребенка. Вот, и, наверное, тяжело тем, кто еще не определился. Вот, мы в этом плане как бы уже решили, как назовем малышку. Вот, и это всегда так забавно, как такая, в общем, немножко настраивает, мне кажется, на прием. Вот, сегодня мы идем на КТГ, на УЗИ. И я надеюсь, что это будут мои последние КТГ и УЗИ, что дальше меня ждут уже только роды. Вот, надеюсь, что там все будет тоже хорошо по результатам. Но, конечно, это кошмар, мне просто вообще не верится. Если, конечно, я рожу прямо в дату ПДР, то это, насколько я поняла, почитав в интернете, что это всего лишь где-то 5% тех, кто именно прям вот так попадает. Это, конечно, будет очень забавно. Вот, но надеюсь, что хотя бы все равно это произойдет в ближайшее время, нежели чем еще потом ходить неделю. Вот, ну посмотрим. А так я вообще читала, что ребенок тоже должен выработать какие-то такие как бы микроэлементы, я не знаю, как это назвать, какие-то такие, видимо, гормоны в мой женский организм, чтобы дать тоже какой-то посыл, что она готова, и, возможно, как раз мы ждем именно ее. Вот, не знаю. Вот. Может быть, ей все-таки еще рано. Так, конечно, немножко страшно, потому что не знаешь, как это все будет происходить. Вот, я пока что не представляю, как вообще сами схватки как бы, да, проходят. Потому что, ну, те тренировочные, которые, кажется, были вроде как, вот, может быть, вообще их и не было. В общем, пока что для меня это все загадка. В общем, будем ждать, будем смотреть. Вот, но пока что сидит и не вылазит. Это действительно оказалось заключительное УЗИ. На нем все показатели были тоже хорошими. Но в плане того, рожать ли мне в ближайшие дни, врач говорила, что намеков как бы пока что нет. Ну и после всех этих процедур мы стандартно пошли за любимым кофеечком и за любимейшей, конечно же, пиццей. Вот то самое кафе, которое расположено на верхнем этаже Альто Палермо, и которое я всеми силами бы рекомендовала. Пицца очень вкусная. Здесь тоже можно как сесть внутри в ТЦ, так и расположиться вот на воздухе за таким вот столиком и спокойненько отдыхать, что мы, собственно, и сделали. В этот раз я действительно стала отмечать пиццы, которые мы заказывали и какие мы пробуем. Вот. И в этот раз мы взяли ту, что еще не брали ни разу. Вот. Оказалось тоже очень-очень вкусной. Единственное, чтобы ее съесть спокойно, нужно обзавестись прям вот порцией салфеток, потому что она очень сочная. Но это очередной день, когда мы прогуливались по городу, наслаждались погодой и хотели найти что-нибудь новенькое, интересное. И вот наткнулись на такое очень прикольное кафе, где есть различные десерты. Очень они выглядели привлекательно. Ну и плюс я увидела, что там есть мною, конечно же, любимые вот макаруны, поэтому я не могла устоять. Я хотела тоже попробовать и их. Вот, поэтому мы взяли кофеек, заказали десерты и предвкушали. Это такое мини-приключение. Выглядит все, конечно же, очень аппетитно. Вот эти вот еще красные яркие чашки кофе очень привлекают внимание. Вот. И десерты тоже, естественно, выглядят аппетитно. Что мы взяли? Вкусный кофеек. Взяли макарончики. Макароны я здесь еще не пробовала. Вот здесь как раз у нас 4 вкуса. Сейчас буду пробовать. Муж взял печенье со сгущенкой. Я так понимаю, вот этот классический вариант. Если не ошибаюсь, он называется аффогато. No. Не знаю, что нет? No. И как же он называется? Там написано. Там точно другое слово, длинное. Ну ладно, вот он будет пробовать, в общем, его. Я начну, наверное, с вот этой розовенькой. Наверное, это клубничная, я так предполагаю. Выглядит она вот так. Посмотрим, насколько они сравнимы с нашими макаронами. Внутри у нее есть варенье еще. Вкусно. Не идеально, но вполне себе вкусно. Сейчас еще попробуем кофе. Кофе неплох. У нас сегодня капучино.
Что ж, розовенькая была все-таки малиновой. Давайте пробовать вот эту. У нее внутри сгущенка. Такая приятно шоколадная. Мне кажется, немножко напоминает, наверное, по вкусу тирамису. Что ж, давайте пробовать еще вот эту. Я так предполагаю, что это фисташковая должна быть. У нее внутри лимонная начинка, мне кажется. По крайней мере, какая-то кислинка точно присутствует. Может быть, даже все-таки это лайм. И осталась последняя, вот такая вот нежная кремового цвета. Вот давайте ее тоже попробуем. У нее внутри прям такой очень насыщенный шоколадный вкус. Мне кажется, ближе к брауни даже. Ну как сгущенка, налитая между двумя коньякерами. Примерно так, типа, и очень сладкая, как обычно. Тебе нравится такой вкус? Такая печенька? Нет. Нет? Ну, типа, в ней нет ничего необычного. Просто как будто я налил сгущенки в хлеб, ну, какой-то твердый хлеб. Ну, то есть... Короче, ты не удивлен? Ничего такого, да. Хотела поделиться немножко впечатлениями относительно этого кафе. В плане кофе, на мой взгляд, как бы немножко проигрывает. Все-таки вот те кофейни, которые у меня уже на примете. Те кофейни, которые у меня уже на примете, там кофе, конечно, поинтереснее. Здесь он немножко горчит. Вот, мне хотелось бы, конечно, более такой мягкий вкус. Относительно макарон, не могу сказать, что это прям вот лучшие макароны в моей жизни. Если вы, конечно, соскучились по макаронам, вот, то, возможно, это лучшие макароны в Буэнос-Айресе, но нужно это еще проверить, потому что это пока что вообще первое место, где я их увидела. Вот. А так, мои любимые, конечно, в Москве это монбоны. Вот они такие действительно нежные. Вот, на мой взгляд, там у них все идеально, гармонично продумано. Здесь они чуть суховаты. И, наверное, я не очень люблю, когда именно в центре все-таки именно варенька, да, какая-то такая присутствует. Хотелось чего-то такого менее насыщенного, наверное. Либо более нейтрального по вкусу. Например, просто можно было какую-нибудь свежую ягоду, типа свежую малину положить. Мне кажется, этого было бы достаточно. Вот. Относительно печеньки, которые пробовал мой муж, я такие себе покупаю как раз домой, но я покупаю как раз в универмаге. Вот, и они такие уже немножко полежавшие, такие более твердые. Здесь, конечно, она, на мой взгляд, прям такая свежая-свежая. Вот, если вы прям вот фанаты сгущенки и печенья, то здесь вам должно понравиться, потому что само печенье, конечно, очень такое вкусное, свежее. Прям вот в этом плане, мне кажется, что десерт удался. Еще мы наткнулись на удивительное место, где много различных ретро-камер. Вот выглядит ужасно атмосферно. Вот мы, правда, туда не заходили, но на будущее как бы взяли себе на заметку. Завтра 31-е. И остался один день до даты ПДР. Мне вообще не верится, как долго это будет длиться. В последнее время я была уверена, что остановлюсь на тыкве. Есть такое приложение, которое как раз показывает, какого размера, вернее, какой вес у ребенка, да, и сравнивает как раз его вес с различными овощами и фруктами. Вот. Я была уверена, что мы остановимся на тыкве. Но похоже, что сегодня меня ждет все-таки арбуз.